Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о сколиозах и про компенсации при сколиозах, а они очень разные. Итак, надо научиться отличать сколиозы друг от друга, потому что их лечение будет разное, точнее не лечение, а исправление и метод воздействия. Да. Почему? Потому что компенсация идет по-разному. Первопричина будет в ногах или в грудной клетке. Вот. Как правило, я вижу чаще всего два типа. Когда причина находится в ногах и когда причина находится в грудной клетке. И сколиоз такой выглядит очень по-разному. Один как русская «С», а другой как доллар. То есть вот это позвоночник. Одна будет вот такой формы сколиоз, да? Вот такой формы сколиоз. А другой будет вот такой формы сколиоз. Ну или вот так, скорее всего, будет. Вот. Вот два разных типа. То есть дуга вот здесь, а здесь две дуги. Ну, вот эта точка дуги. Вот, их надо различать, и по этой форме вы можете понимать, где первопричина, ну и, соответственно, с чем здесь работать. Давайте начнем с простого, вот с этого случая. Это я не знаю вообще, можно ли назвать это сколиозом, но суть не в терминах. Я часто вижу, что вот это называют сколиозом, да. Вот, ну и мы будем тоже называть, нам это все равно, нам главное понять причины. Вот здесь, когда мы видим в пояснице сколиоз, чаще всего причина в ногах. Причина в ногах в том, что есть разной длины ноги, одна нога короче другой, и добавляется, как правило, скрученный таз еще здесь. Вот, и компенсация здесь идет каким образом? Что фактически это вот компенсация, да, то есть тело при наклоне было вот так, и теперь оно выполнило такой вот прогиб, и мы получили вот такую вот форму дуги в пояснице. Причем, как правило, это связано с пояснично-подвздошной мышцей. Вот с этой стороны. Значит, куда утягивает вершина, туда с той стороны будет пояснично-подвздошная. Как правило, там целый комплекс укорочений. Это парадоксальная вещь, когда ягодичная и пояснично-подвздошная укорочены одновременно, антагонисты. Вот, тогда при укорочении пояснично-подвздошной невозможна ротация, и возникает вот такой вот сколиоз. Давайте я немножко подробнее, наверное, на этом остановлюсь, чтобы вы это четко понимали, потому что это важная вещь. И вот ученики присылают, мы разбираем это на мастер-классах, и возникает очень часто запутанность. Ну, я, конечно, все это объясняю, но вот сейчас запишу ролик, чтобы это было шпаргалкой. Значит, смотрите, вот у нас, скажем, таз, ну, ноги, позвоночник, да? Ноги, вот позвоночник, да? Вот. И вот предположим, что у нас пояснично-подвздошная укоротилась. Что у нас произойдет? Ну, в чистом виде это будет приведение, это будет внутренняя ротация и сгибание. И вот мы получаем такой вот вальгус и наклон таза, да? Возникает вот такой вот наклон таза, ну и плюс вальгус. Вот. Но вот это не всегда формирует дугу сколиотическую в пояснице. Когда возникает дуга? А дуга возникает тогда, когда... Ну, давайте вот так сейчас перерисую. Угу. Дуга возникает тогда, когда нога не может сделать приведение. Когда нога остается ровной. Нога остается ровной, и когда нога не может сделать ротацию. Может быть, даже приведение будет. Хотя нет. Здесь не будет и ни приведения, максимальный случай, ни приведения не будет, ни внутренней ротации. Когда это происходит? Когда укорочена дополнительно
средняя ягодичная и ягодичная мышцы. Тогда невозможно ни приведение, ни внутренняя ротация. То есть, грубо говоря, вот эта точка крепления пояснично-подвздошной мышцы, она зафиксирована. И тогда остается только один сценарий. Мышца же тянет, тогда получается вот такая вот... Так, сейчас ровно нарисую. Возникает вот такая вот дуга, потому что вот эта точка у нас получается зафиксирована. И получается, что возможно только смещение позвоночника. Смещение ноги невозможно. То есть у нас при укорочении пояснично-подвздошной два варианта. Либо нога смещается, давайте я вот здесь нарисую. Либо смещается нога, либо смещается позвоночник. Да? То есть если нога смещается, то мы получим и приведение, и ротацию. Тогда у нас позвоночник сохраняется на месте. То есть у нас зафиксирована точка позвоночника, а меняется положение ноги. А в этом случае все наоборот. Зафиксирована точка ноги, и позвоночник смещается. Вот это дает вот такую сколиотическую дугу вот здесь в пояснице. Ну и это один из признаков укорочения вот пояснично-подвздошной мышцы. Вот. Когда это дело очень сильное, то ярко выраженное вот такой вот сколиоз. Да? Я там, если получится, размещу фотографии, которые ученики прислали. Вот. Это простой случай, и, в общем-то, это легко довольно справиться. Есть более сложные вещи. Давайте я тоже нарисую. Когда первопричина не в ногах, то есть мы сейчас рассмотрели случай, итак, мы сейчас рассмотрели случай, когда дуга в форме русской «С» и первопричина в ногах. Но есть другой случай, когда первопричина не в ногах, а в грудной клетке, в межреберных мышцах, либо сгибателях спины, либо внутренних органах, что тоже может быть. То есть причины очень разные. Как правило, часто это и бывает из-за внутренних органов, что с одной стороны грудная клетка сжимается, например, легкая в спазме. Вот. Но исполнителем являются мышцы, и мы пытаемся обнаружить мышцы. Как будет выглядеть такой вот сколиоз и почему? Давайте мы нарисуем, как это будет происходить и как это будет компенсироваться. Предположим, что у человека там возникли какие-то спайки в легком. Ну, допустим, было воспаление легких. И вот здесь возникла вот такая вот сильная дуга. Да? Вот с вершины вот здесь. Ну, допустим, легкая как-то там сжалась, и тело, грудная клетка приняла форму легкого. Ну, либо если это не легкое, то человек просто находился в такой кривой позе, и мышцы так запомнили. Да? Например, вот у меня так. У меня вот такая дуга, но это связано было с компенсацией, которая длилась долго, и при выравнивании таза она сохранилась, то есть ее тоже надо устранять. Ну, не суть. Значит, как тело может скомпенсировать вот это вот безобразие? И самое простое это с помощью таза. То есть, если тело возьмет и одну ногу согнет, то тогда таз сделает боковой наклон. То есть, и выглядеть это будет вот так. И при сильных сколиозах вы, кстати, будете это видеть. Ну, дуга у нас вот здесь должна быть. Вот. Я вот так вот условно нарисую, чтобы было понятно. Вот это способ компенсации. Плюс голова. Я нарисовал неправильно. Голова будет вот тоже компенсировать. Вот таким образом. То есть получится наклон головы. Получится наклон головы. И вот она эта дуга, она у нас сохранилась. То есть человек просто присогнул ногу в колени. Ну вот я вам сейчас покажу. Вот я сгибаю ногу, видите? И у меня все туловище наклоняется
влево, да, я левую ногу сгибаю. Вот смотрите, вот у меня, допустим, возникло сжатие межреберных или легким, проблема с легким. И вот я сжимаю ногу, видите, я возвращаю таким образом себя в вертикальную позицию. Ну, в позицию равновесия, точнее. Вот это такая компенсация идет вот этой дуги. Но вот эта компенсация возможна только в определенных пределах. Когда вот эта дуга незначительная, то есть она небольшая, тогда тело вот так может скомпенсировать с помощью таза. Чаще всего тело будет компенсировать по-другому. Не с помощью таза, потому что ну, довольно ограниченная эта возможность такой компенсации. А при сильных случаях будет включаться и таз, и компенсация с помощью позвоночника. Итак, давайте рассмотрим сильную, когда дуга очень сильная. Когда дуга очень сильная. Предположим, что ситуация вот такая. Ну, вы можете увидеть такой сколиоз очень сильный. И здесь даже наклон таза не может это выровнять. Тогда остается один способ, это сдвиг. То есть тело вот эту точку сдвигает, точно так же, как происходит при сутулости. И тогда вы увидите вот такую характерную, сейчас вот так, вот такую характерную дугу. Ну и голова тоже будет смещаться. То есть это будет выглядеть вот так. То есть вот эта вот двойная дуга, то есть вот одна дуга, вот вторая дуга. Вот это часто сбивает с толку. То есть люди начинают думать, что, ну, я имею в виду своих учеников, что это как-то связано с ногами. Да, ноги здесь тоже могут участвовать. И вот в такой дуге вы практически, ну, не сможете разобраться, отличить, где что создается ногами, а что создается верхней частью, что является компенсацией. Вот чаще всего вот это компенсация. Потому что у нас произошел сдвиг. И если бы сдвига не было, то позвоночник был бы вот здесь. Вот здесь. Ну вот дугу усилю. Вот. Позвоночник был бы вот здесь. Поэтому вот эту дугу надо рассматривать как компенсаторную, ничего с ней делать не надо. Первопричина, она вот здесь. Находится вот здесь. То есть, как правило, это межреберные мышцы. Чаще всего. Но могут быть изгибатели еще позвоночника. Вот. И могут быть и там, потому что и те, и другие мышцы укоротились. Особенно, если это было долго, то будут укорочены как межреберные, так и сгибатели спины. Сгибатели спины. И там надо будет работать. Ну, в принципе, вот как показывает опыт, если говорить об упражнениях, то простой боковой наклон и работа с дыханием это все выправляет. Но не быстро. Но не быстро тоже, если будут фотографии, покажу. Вот. И что я хотел еще тут добавить? Что, наверное, по стратегии я добавлю, что вот в таком сильном сколиозе вы, скорее всего, увидите картину вот такую. Что у вас будет и таз наклонен в бок, и вот такая вот дуга, и еще и голова, вот так. Вот это будет выглядеть как-то вот так. Причем вот эта нога, она будет согнута вперед. Вот здесь надо понимать, что вот эта согнутая нога, это всего лишь компенсация. То есть вот я сгибаю ногу, видите, я наклоняюсь в бок. Поэтому эта компенсация, как правило, здесь особо не надо. Единственное, что если вы видите наклон таза, а крестец стоит вертикально, то это означает, что у вас есть скрученный таз. Ну, по своим причинам. Вот сложность заключается в том, что здесь несколько влияний наслаиваются друг на друга. Но, когда вы видите вот такое, знаете, что первопричина, основная, главная причина, самая главная, она вот здесь. То есть это либо межреберные косые, связка, и сгибатели спины. То есть вот этот вот участок дуги, он сам показывает, где надо работать, где сжалось.
Вот, повторюсь, что это может быть иметь как мышечные причины, так и висцеральные. Вот, и я думаю, что висцеральная довольно-таки распространенная, потому что если какая-то инфекция в легких, или дыма человек хапанул, или еще что-то, произошел спазм, допустим, да, и тело подстроилось под этот спазм. Так же, как вот, когда возникает боль, человек скручивается от боли, да, вот сжимается. Точно так же и здесь сжатие произошло, и если это длилось долго, мышцы укоротились. Потом с легким могла проблема вообще исчезнуть. Но мышцы запомнили это состояние, да, поэтому работать приходится часто с мышцами, но и с легким тоже. Можно, например, его простукивать вот так. Есть и другие методы, которые я сейчас не могу рассказать. Я буду рассказывать их на очном обучении, показывать, как можно править сколиозы, не только упражнениями, да, а когда работаете вы. Но всегда надо сказать, что сколиоз выправить это долго. Вот если сильные сколиозы, то это требует много работы и много времени. Вот. Но обнадеживающее заключается в том, что это можно исправлять самостоятельно. Для этого только надо понимать, с какой стороны растягивать мышцы. Ну и давайте я вам покажу для тех, кто хочет сам себе исправить сколиоз, да, у него нет возможности там найти специалиста. Значит, исправляется это элементарным боковым вот таким наклоном, да, в разных вариациях. Лучше всего, конечно, с дыханием, когда вы наклонились и начинаете делать вдох вот в это место. Вот я вдохнул, вот расширились ребра, выдохнул, вдохнул, выдохнул. Вот у меня здесь более сжато. Вот сюда. Видите, у меня легко сюда вдыхается. Вот ребра. Даже я вот попробую показать вам вот так на ладонях. Смотрите. Если вы заметили, что левая рука у меня хорошо двигается, а правая меньше, потому что зажата здесь. Соответственно, мне надо наклоняться и дышать вот сюда. Если вы хотите исправить сколиоз самостоятельно, вы делаете то же самое. Вы ставите руки на ребра, пытаетесь вдохнуть не вот в грудь, а в ребра, расширить в сторону. И смотрите, с какой стороны хуже. И вы делаете только с одной стороны, с которой хуже. Другой вариант – это боковой наклон. Вы делаете в одну сторону, в другую. Допустим, у меня вот сюда легко идет, а вот сюда идет тяжелее. Следовательно, я должен выполнять наклон в ту сторону, которая тяжелее. Тогда вот эта дуга будет уходить. Но, повторюсь, лучше сочетать это с дыханием, потому что при наклоне у вас может растягиваться косые мышцы, но не растягиваться межреберные. То есть вы делаете, допустим, боковой наклон, но при этом у вас растянулась вот здесь косая мышца. У меня, кстати, так было. А вот здесь сохраняется сжатие, но дуга-то у вас вот в этом месте. И дуга сохраняется. В результате у вас получится что-то, ну, вот такое вот. То есть у вас сохранится вот эта компенсация. Поэтому желательно здесь вот именно использовать дыхание. Потому что основное надо растянуть вот здесь, межреберные мышцы, а не косые. Но косые здесь тоже будут участвовать, но межреберные будут давать больше. Так же, в общем, как и при сутулости. Очень похожий механизм, только с одной стороны. И если вы это исправите, у вас сразу уменьшается сутулость. Я, когда впервые столкнулся с этим, то есть пришла ученица, она мне поработала с боком, я встаю и вижу, что у меня сутулость уменьшилась. А потому что вот этот вот сдвиг, он как бы натягивает. Он натягивает и увеличивает сутулость. Вот такие вот взгляды на сегодняшний день у меня. Это для новичков, наверное, это будет непросто понять все, что я нарисовал. Но я уверен, что это будет понятно моим ученикам. Поэтому, если вы хотите разобраться с этим подробно, тогда
приобретайте видеокурс, и там все это подробно, и также участвуйте в мастер-классах, которые 2 раза в месяц проходят. Это фактически очное обучение, и оно очень дешевое, недорого. Участие стоит всего 1000 рублей. Вот. Для тех, кто приобретал курс, и все это мы вот разбираем на конкретных примерах. Ученики присылают осанки, и мы все это разбираем. И весь этот ролик, вот он и навеян темой, что у меня есть ученик, который присылает много вот таких сколиозов. Вот. И я надеюсь, что вот это, понятно и поможет вот этот ролик, потому что я сам сначала, взглянув, испытал затруднение. Но это нормальное явление, потом разбираешься, и все становится на свои места.